Как думаете, крипипаста имеет за собой хоть какую-нибудь основу или это просто чья-то выдумка? На примере мингов мы поняли, что даже абсурдная крипипаста может оказаться правдой. Но что было раньше? Думаете, что Гаррисмод был белым и пушистым? Сегодня мы собрали для вас все эти ужасы, которые когда-то пугали игроков. И что-то является просто крипипастой, а что-то нет. Джимбом CB. Пользователь на ютубе, известен благодаря небольшим роликам, сделанным в СФМ. Они особо ничем не примечательны, просто какие-то отрывки со смешными моментами. Одно его видео имеет почти 14 миллионов просмотров, что впоследствии стало мемом. Вот только одно видео знатно так встряхнуло гемот комьюнити. Здесь мы наблюдаем, как некое гуманоидное существо с головами джименов и состоящее из разных тел преследует игрока. Оно воспроизводит до более странное «You need me». При приближении существо ничего не делает, но так ли это на самом деле? Пользователи наделали в мастерской подобных существ, возможно, даже байки создают на эту тему. А что вы думаете по этому поводу? Но даже это существо, каким бы жутким оно ни было, не сравнится с великим и неповторимым Boosty от RG. Да, вы не ослышались, RG Studio представляет вашему вниманию секретный контент, эксклюзивные плюшки и многое другое. Недавно мы поменяли цены и некоторые услуги стали дешевле. Если вам интересно, что происходит у нас за кулисами или просто хочется поддержать нас рублем, то переходите по ссылке в описании и становитесь супергероем. Alternate Reality или же Gmod RG. Возможно, вам уже приходилось встречаться с подобным явлением, что создало комьюнити Гаррисмода. Суть такова. Это серия каких-то видеороликов, в которых кипит обычная жизнь игрока или какой-то задуманный сценарий. Но что-то идет не так. И это тяжело заметить невооруженным взглядом. Есть несколько популярных каналов, связанных с этим термином. Но одним из моих любимых является вот этот человек. Он делает весьма интересный контент, связанный с Team Fortress 2. Вот только каждый видеоролик обладает каким-то своим шармом. В определенный момент его ролики становятся все сумасшедшие, но тем не менее суть их становится вполне ясной. NPC застряли. Если вам эта тема интересна, то мы можем отдельно уделить ей внимание. Если да, то дайте нам знать об этом. Более древней легендой является так называемый G-Man вирус. О нем вы, скорее всего, уже наслышаны. Этот вирус где-то упоминался в айсберге на западном интернете, а затем понесло и других ребят из Рунета. Там человек упомянул, что в 2009 году он скачал кучу аддонов, а затем увидел тот самый скример. Для тех, кто совсем ничего об этом не знает. Определенный файл вызывает лицо G-Man на весь экран, сопровождающийся криком. Затем открывался браузер, и пользователь переносил на вредоносный сайт. При попытке закрыть его, страница просто дублировалась. Ни Facepunch, ни Valve не комментировали это. «2014 год. Приблизительно апрель. Представьте, вы играете на серверах, весело проводите время, ничего не предвещало беды, народ пробивал на хихоньки-хахоньки, как вдруг через мгновение началось. Trust barrel? I don't know, my Gmod just crashed. Бесконечный кашель в игровом чате, сопровождающийся соответствующим звуком, нескончаемые уведомления от сообщений в стиме, редактированные профили и страх, бегущий по жилам каждого игрока. Лишь одна мысль о том, что их данные находятся в чужих руках, может оказаться вовсе не шуткой. Вирус кашеля распространялся через замаскированные DLL-файлы, после чего приводил к крашу игры. Теперь, после того, как он заразил сервер, он продолжит заражать и игроков, меняя их имя пользователя в Steam на WinHillFixit. Знать бы, что это означает. Кроме того, это спамило бы в чат друзей слово «кашель». Самому Гарри Ньюману и Valve пришлось исправлять игру, чтобы остановить этот эксплойт. Как сказал Гарри PC Gamer в 2014, могло быть и хуже. Кроме того, как и в случае с вирусом G-Man, этот вирус все еще может быть активным.
Ошибка все еще может распространяться через разные моды на движке. Поэтому будьте осторожны с тем, что вы загружаете. Существует теория, что создатель вирусов Кашель и G-Man один и тот же человек. А вы что думаете? Поверьте, это не единственные ужасы. Мы не вспомнили еще много чего. А что вам приходилось наблюдать? Если вам понравился данный видеоролик, то рекомендую посмотреть видео, где мы разбирали один из интереснейших режимов в Гмоде. Ну или посмотрите, что вам подобрала нейросеть. До скорого.